Всем привет! Добро пожаловать на канал, и в этом видео я хочу поделиться своими собственными наблюдениями и размышлениями на тему, то есть не будет какого-то жесткого призыва, как нужно что-то делать, в общем, каких-то правил, стратегий, ничего такого не будет. Просто я наткнулась на ряд исследований, которые мне показались очень интересными. Я хочу поделиться с вами их выводами, размышлениями других ученых на эту же тему. В общем, поговорим немножечко о ярлыках. И тут дело в том, что в принципе, конечно, навешивать ярлыки это не очень хорошо, это не очень полезно, потому что вы можете как бы ограничить человека, в общем, выставить его как-то не таким, каким он является. Это, в принципе, влияние ярлыков, навешивание ярлыков, это такая целый отдельный пласт психологии, и многие с этим борются, что там не нужно, ну, а в первом впечатлении тоже как-то думать. В общем, это не самая хорошая тема, но если ярлыки и их навешивание правильно использовать, то можно это делать на самом деле с пользой. Все дело в том, что есть ряд таких больших исследований, которые изучают, как люди голосуют, почему они ходят, почему они не ходят. В США там целая огромная кампания насчет этого, для того, чтобы стимулировать все-таки людей ходить на выборы. В общем, там очень много ученых занимается этим вопросом. Что мешает людям, почему они ходят, почему они обещают и не ходят, или обещают и ходят. В общем, они изучали все эти процессы. И эти ученые как раз-таки заметили, что люди, которые идентифицируют себя как избиратели, они чаще ходят и голосуют. То есть те люди, которые никак себя не идентифицируют, что там я избиратель, не избиратель, я против, они как бы никак себя в этой плоскости как бы не определяют, они ходят с определенной частотой. А те люди, которые определяют себя как избиратель, они ходят гораздо чаще. И как бы дальше начали развивать эту тему. И дальше они заметили, что люди, которые, например, как бы позиционируют себя как зожников, которые ведут правильный образ жизни, они чаще все-таки ведут правильный образ жизни. Конечно, есть проценты тех, кто говорит и ничего не делает, или там попутно ест гамбургеры, но все-таки процент людей, которые действительно ведут здоровый образ жизни, среди людей, которые говорят окружающим, что я там приверженец правильного питания, их гораздо больше. То есть здесь как раз-таки собственное навязывание себе ярлыков. То есть я себя идентифицирую как определенный персонаж, я так как бы и действую. И ученые начали раскручивать всю эту тематику и заметили, что даже если человек не является каким-то там приверженцем питания, бегуном, избирателем, не знаю, законопослушным, если он начинает транслировать эту идею, то есть он начинает себя идентифицировать с этим, то есть даже не совершая определенные действия, но как бы он начинает в какой-то ситуации просто вот он говорит, что я такой-то, такой-то. Ну, не знаю, там, как будто он представился, что-то он такое сделал, и со временем он начинает себя так вести, то есть он начинает вести себя в соответствии с тем ярлыком, который сами на себя, в общем, этот человек навесил. А теперь вспомните, как часто мы сами на себя навешиваем зачастую плохие ярлыки. Я плохо ориентируюсь на местности, я плохо готовлю, у меня ужасная память, у меня там то, я не делаю вот это, у меня ничего не получается, или еще что-то. Это как раз-таки самоидентифицирующие ярлыки, которые определяют вас как личность. То есть вы сами себя определяете как личность, которая, например, как я, плохо ориентируется на местности. И это влияет на то, как мы себя ведем. В моем случае, за счет того, что я считаю, что я ужасно ориентируюсь на местности, даже когда я точно знаю, куда мне нужно свернуть, повернуть, я, во-первых, 150 раз проверю на карте, обязательно. Обязательно сверну раньше, чем надо, хотя сознательно я понимаю, что мне нужно еще квартал пройти, потом только завернуть, но почему-то бессознательная часть говорит, нет, поворачивай, потому что ты плохо ориентируешься, ты не помнишь, куда нужно поворачивать и так далее. Сколько километров было пройдено зря, сколько было транспорта упущено, именно вот из-за подсознательной реакции организма моего мозга, который подсказывал, что нет, ты, конечно, молодец, что все хорошо устроила, но ты себя идентифицируешь как человека, плохо ориентирующегося на местности, поэтому как бы соответствует этому делу. И здесь как раз-таки я хочу зародить в вас зерно сомнения
о том, чтобы идентифицировать себя как что-то позитивное. То есть нам вообще говорят, что лучше всего работают существительные, то есть не глаголы, что я буду что-то делать, а именно, что я добропорядочный, что я спортивный, что я красивый, потрясающий, обаятельный или еще что-то. И как бы постепенно, за счет того, что вы будете периодически об этом говорить, возможно, вы начнете себя также вести. А еще есть у нас такое прекрасное свойство организма, точнее нашего мозга и, в принципе, тоже всего организма, в том плане, что когда мы что-то говорим и потом что-то делаем в соответствии со своими словами, все окей. Когда мы что-то говорим и делаем что-то совершенно не то, у нас случается когнитивный диссонанс. То есть наши слова расходятся с нашими действиями. В этом случае мы чувствуем дискомфорт. То есть наша как бы картинка и действия не совпадают, они входят в диссонанс, и нам некомфортно. То есть мозг сигнализирует о том, что ты же сказал, вот это сейчас будешь делать, почему ты делаешь вот это? То есть когда вы говорите людям о том, что я просыпаюсь рано утром, хожу на пробежку, я весь такой классный, замечательный, при этом вы просыпаетесь каждый день в 10 утра, едите, там, не знаю, хлопья с кучей сахара на завтрак и так далее, вы каждый раз будете чувствовать себя дискомфортно. Это опять-таки к слову о том, как мы себя представляем. То есть когда мы транслируем в массы каким-то людям, просто как бы определяя самого себя как человека там, спортивного, еще что-то. И когда мы это не делаем, мы чувствуем себя не очень хорошо. То есть это не какой-то такой осознанный стресс, страх, нет. Это такое гаденькое, неприятненькое чувство, которое сидит внутри и говорит о том, что вообще-то ты не такой, вообще-то ты пообещал бегать, прыгать, не знаю, там, не опаздывать никогда и так далее. В общем, вы можете убрать этот дискомфорт, если ваши слова будут соответствовать вашим действиям. Это такой вот клубок наших психологических особенностей, того, как мы работаем, которые вы можете развернуть как бы в свою сторону. То есть вы можете не загнобить себя, как мы очень часто опять-таки это делаем, когда как бы определяем себя не с лучшей стороны. Можете развернуть это в свою сторону, сказать, какой вы прекрасный, замечательный, как у вас все получается, и, скорее всего, ваша реальность подтянется, потому что вы начнете действовать немножечко иначе. Да, это будут какие-то не глобальные, не мгновенные перемены, но все-таки что-то начнет меняться. А еще в дополнение хочу сказать про такой феномен, как самосбывающееся или самореализующееся пророчество. Его очень любят, на самом деле, в педагогике, потому что есть знаменитый эксперимент, когда там в новый класс привели учеников, и исследователи шепнули на ушко учительнице о том, что определенные ученики, то есть они четко их назначили, они вот немножко лучше остальных, они немного лучше, умнее, вы вот как бы просто отметьте это для себя, типа учительница, и все будет хорошо. И в конце эти ученики действительно показали показатели, по всем там оценкам, по поведению, по всему, в общем, выше, чем все остальные ученики. Но на самом деле эти ученики были самые обыкновенные, их никак не тестировали, их никак не выбирали, то есть это просто рандомно выбранные ученики. Потом проанализировали, почему так произошло, и заметили, что учительница за счет того, что ей шепнули, что эти ученики немножко лучше, она относилась к ним по-другому, она немножко давала им больше заданий, она им больше помогала, она их больше хвалила, больше подталкивала и так далее. То есть она относилась к ним как к более лучшим ученикам. То есть она подсознательно как бы верила в то, что они лучше, они умнее, они интереснее, и как бы она этим самосбывала то самое пророчество, которое ей сказали в самом начале. Что это означает для нас? Что мы можем вот как раз-таки тоже немножко лучше себя представлять, немножко вот как-то, знаете, приукрасить картинку перед другими людьми, и за счет этого создать какой-то такой вот миф, пророчество, которое постепенно будет, скорее всего, сбываться, если вы по-настоящему в него поверите. То есть если вы поверите, что я никогда не буду больше опаздывать, я там буду делать то-то, 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 вот как бы я всю жизнь буду этим заниматься или еще что-то, и вы со временем под это подстроитесь, то есть как только вы сами в это поверите, как только ваши слова станут вашей идентичностью, то есть что вы будете ассоциировать себя с этим понятием, то, скорее всего, незаметно для себя вы станете тем самым человеком. И на этом все.
я надеюсь, что вам мои наблюдения интересны, что они что-то, возможно, изменят в вашей жизни, улучшат в вашей жизни и так далее. В общем, иногда стоит прислушиваться к тому, как работает наш организм. То есть это такие маленькие обманочки, полезные обманочки для нашего мозга, которые каждый из нас может использовать. И я вас призываю к тому, чтобы перестать идентифицировать себя с чем-то плохим, с чем-то ужасным, гнобить себя. Хвалить себя тоже очень сильно надо, и определять себя как что-то более хорошее. Это тоже очень сильно полезно. Конечно, критика – это хорошо, но все-таки достаточно умеренно. Если вы нашли время на критику, похвалите себя, идентифицируйте себя как что-то более лучшее, как тот человек, которым вы хотите стать. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.